Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку очень быстрое и необыкновенно просто вкусное печенье «Молочная девочка» с тем самым вкусом коржей «Молочная девочка», сливочные, очень ароматные. Делаются буквально за пару минут, без миксера, плюс 10 минут время на выпечку. Печенье это тающее во рту, мягкое внутри, с очень нежной хрустящей корочкой получается. Покажу здесь идеальный рецепт, как испечь это печенье, чтобы оно оставалось ровным, гладким, не растекалось и не лопалось при выпечке, и в то же время, чтобы оно сохраняло тот самый заветный вкус коржей «Молочная девочка». Итак, для количества печенья на один противень нам понадобится 50 грамм растопленного сливочного масла, 200 грамм сгущенного молока с сахаром, то есть обычной сгущенки, все продукты комнатной температуры, масло ни в коем случае не должно быть горячим. Также добавляю туда одно яйцо среднего размера, вес яйца без скорлупы примерно 50 грамм, вы можете чуть покрупнее брать яйца, но не мельче, иначе жидкости будет уже мало в тесте. И вот сейчас кремообразная масса у нас такая получается, ее необходимо просто размешать до жидкого состояния. Понадобится буквально пару секунд, но этот шаг пропускать не нужно, иначе это отразится уже на качестве теста. Вот такая вот жидкая у нас масса в итоге сейчас получится. Это делается, вот видите, я при вас это все размешала очень быстро, но сделать это необходимо. Просеиваю туда сейчас 150 грамм муки и добавляю также 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. Ни в коем случае не с горкой. То есть примерно 2 грамма разрыхлителя нужно. Все это перемешиваю. Сразу хочу сказать, если у вас мука сильная, вы знаете ее уже, она берет всегда больше жидкости, сильная мука, тогда сильной муки можете смело добавлять сразу 140 или даже 135 грамм. На это же количество теста. Будет хотеться добавить туда еще муки, так как оно такое достаточно жидкое, это тесто, липкое, такое вязкое. Не нужно ни в коем случае добавлять еще муки. Здесь муки уже очень даже достаточно. Насадка здесь у меня кондитерская номер 195. Большая достаточно кондитерская насадка, звездочка открытая французская. Вы можете любую здесь насадку использовать. Я потом объясню в процессе видео, почему я беру вот с таким мелким зубчиком насадку. То есть консистенция теста должна быть, примерно такая, как у заварного теста, когда мы отсаживаем тесто на профитроле. Оно должно держать форму, но в то же время оно должно быть липким и подвижным. Вот консистенция очень похожа на заварное тесто, чтобы вам просто сориентироваться. Оно не должно у вас расплываться в блин, но и в то же время оно не должно с усилием выдавливаться из кондитерской насадки. Оно очень подвижное, еще раз повторяю. Если вы хотите, чтобы у вас вот такие печенья были более рельефные, берите тогда насадку с более крупными зубчиками, и тогда будут рельефы эти более видны. Но все равно они будут смазываться. Если добавлять больше муки, вкус потеряется, то есть будет уже совершенно не вкус коржей «Молочная девочка», а здесь нам нужно именно вот этот вкус сохранить. Поэтому это своеобразное печенье. Вот эти хвостики я сейчас подправляю вот так пальчиком, вы можете этого не делать, но без них будут более гладкие вот эти шапочки. Выпекать в моей духовке я буду в общей сложности всего лишь 10 минут это печенье. Первые 5 минут я выпекаю на среднем уровне без конвекции при температуре 200 градусов Цельсия. Последующие 5 минут я выпекаю при температуре 180 градусов Цельсия с конвекцией, также на среднем уровне, чтобы подзолотились вот эти боковиночки и шапочки у этого печенья, верхушка. Не более того. И вот таким образом, это я знаю уже из моего опыта, печенье не трескается, не растекается. Возможно, в вашей духовке нужен другой температурный режим. Это все достигается только опытным путем. Печенье вот так прекрасно держит форму, мягкое внутри, тоненькая, очень красивая хрустящая корочка снаружи. Очень быстро остывает это печенье, прекрасно транспортируется, прекрасно держит форму, хранится как любое печенье, но долго оно не задерживается, оно очень вкусное, съедается оно мгновенно, это печенье. Для чего я здесь брала насадку кондитерскую с мелким зубчиком, чтобы печенье было более округлым. Если вы захотите начинять это печенье какими-то начинками, естественно, это можно сделать и различными фруктовыми, и джемами. Также можно и ореховые пасты различные использовать, и шоколад, и, конечно же, вареную сгущенку. И просто, чтобы вам потом соединять эти половинки, более округлая форма будет лучше в работе.
Просто это удобнее, но в то же время сверху остается легкий такой зубчик, чтобы было видно, что изделие все-таки выглядит более эстетично, чем оно было бы просто вот круглым. Если вы захотите брать насадку кондитерскую с более крупным зубчиком, тогда естественный зубчик будет более виден, но все равно будет расплываться. Если у вас вообще нет никаких кондитерских насадок и кондитерских мешков, вы можете смело это печенье отсаживать просто из пакета для заморозки продуктов, срезать у него уголок и отсаживать из него тесто. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.